Про советского сержанта-разведчика Хаджи Мурзу Мельдзихова, героя войны и настоящего джигита, слышал далеко не каждый. А ведь жизнь Хаджи Мурзы заслуживает как минимум написанной книги, а возможно и целого фильма. Ведь советский сержант был не каким-то собирательным вымышленным образом, а человеком от плоти и крови, делавшим реальные дела. Уроженец Северной Осетии, он известен как первый представитель своего народа, который заслужил звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Этот 23-летний юноша за один бой в одиночку, тяжело раненый, уничтожил из автомата 108 гитлеровцев. Спасая свою разведгруппу, он задержал преследовавшего врага ценой его огромных потерь и выжил. Выжил всем смертям назло. Хаджимурза Заурбекович Мельдзихов родился 1 января 1919 года в Северной Осетии в селе Эльхотово. Окончив 7 классов, работал в родном селе пастухом и почтальоном. Еще в возрасте 14 лет, во время выпаса колхозного скота, Хаджимурза наткнулся на грабителей, которые до этого взяли Нальчикский банк. Бандиты хотели расправиться с подростком. К счастью, Хаджимурза оказался вооружен и оказал сопротивление, спугнув одного и ранив второго. В результате инцидента опасный преступник был арестован советской милицией. В 1939 году Мельдзихов призывается на службу в РКК. Службу проходил на Дальнем Востоке, в Благовещенске, затем в кавалерийской части у западных границ, в Литве. С началом Великой Отечественной войны он оказывается в составе 177-й отдельной разведывательной роты 163-й стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта. В январе 1942 года группа наших разведчиков вышла на задание в тыл противника. Поскольку группа долго не возвращалась, то ей навстречу вышли трое: старший лейтенант Ефимов, лейтенант Чернов и старший сержант Хаджимурза Мельдзихов. По пути Ефимов, Чернов и Мельдзихов обнаружили вражеский блиндаж. Из блиндажа виднелся ствол МГ-34. Мельдзихов незаметно подобрался к блиндажу, бросил в него гранату, после чего дал по блиндажу очередь из своего ППД. Из 11 немцев, находившихся в том блиндаже, 7 были убиты, 3 удалось бежать, а находившийся в блиндаже офицер получил контузию и был взят в плен. На спину пленному гитлеровцу разведчики погрузили захваченный пулемет, и Чернов повел пленного к нашим позициям. Ефимов же вместе с Мельдзиховым продолжили путь навстречу возвращающейся разведгруппе. Когда до встречи с разведгруппой оставалось не более 400 метров, Мельдзихов и Ефимов обнаружили засаду. Под заснеженными ветками елей, ногами к Мельдзихову и Ефимову, а направленными стволами автоматов по направлению к возвращающейся разведгруппе, лежало 13 немецких егерей. Мельдзихов хотел было расстрелять всю эту чертову дюжину, но Ефимов неожиданно скомандовал им «Хендехох». Немцы начали поднимать руки, но один из них изловчился и выстрелил прямо в Ефимова. Ефимов был убит, но Мельдзихов расстрелял всю немецкую засаду длинной очередью. Когда Мельдзихов наконец встретил возвращающуюся разведгруппу, то выяснилось, что почти все ее бойцы ранены. Легко раненые несли на себе тяжело раненых. Патронов у разведчиков почти не осталось, а группу по пятам преследовала немецкая рота. И тогда Мельдзихов решил сам устроить засаду преследователям. Заняв скрытую позицию, он первой же очередью уничтожил 39 человек. Однако после этой очереди у Мельдзихова остался лишь один диск, и он, экономя патроны, перешел на одиночные выстрелы. Немцы пытались окружить Мельдзихова, но тот, постоянно меняя позиции и перенося огонь то в одну, то в другую сторону, не давал им этого сделать. Тем не менее, за 30 минут боя Мельдзихов успел получить 3 ранения в шею, в ногу и в живот. Наконец, когда в диске оставалось несколько патронов, подоспела помощь, взвод лейтенанта Глухова. Потерявшего сознание Мельдзихова отправили в госпиталь, а сосчитав трупы поверженных гитлеровцев, которых оказалось аж 108, страшно удивились. Достигать таких результатов в одном бою удавалось далеко не каждому пулеметчику, а чтобы из ППД, да еще и одиночными выстрелами. Из раненого бойца отправили в полевой госпиталь, но Мельдзихов самовольно покинул койку. Ему не давала покоя судьба лейтенанта Чернова, который ушел за подмогой и не вернулся. К сожалению, Хаджимурза нашел своего товарища погибшим.
Во время поисков заработала немецкая артиллерия, снаряд угодил недалеко от Зоту, в котором укрылся Мельдзихов. После контузии он с трудом добрел до своих позиций, где снова потерял сознание. В Валдайском госпитале Мельдзихова прооперировали, после чего самолетом срочно перевезли в Москву, где за него взялись лучшие врачи. Интересно, что Мельдзихов стал первым из осетин, удостоенным звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» в годы Великой Отечественной войны. Это случилось 16 марта 1942 года. А те 3 ранения, которые получил Хаджимурза Мельдзихов в героическом сражении на Новгородчине, не прошли бесследно. Старший сержант провел долгие месяцы в госпитале и в конечном итоге был комиссован. Больше на фронт Великой Отечественной он не вернулся. Но Мельдзихову хватило одного боя, чтобы отомстить за своих товарищей и войти в историю. Наш герой прожил долгую жизнь и скончался в 1998 году в родной Северной Осетии. Изучая истории подвигов Великой Отечественной, порой может показаться, что в некоторых есть художественный вымысел. Однако во всех этих историях с автоматами в руках стояли не книжные герои, а герои настоящие, как простой осетинский пастух Хаджимурза Мельдзихов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!